Здравствуйте, друзья! Эти кадры не фильм и не фантазия. Это наша реальность. Планета пылает, рушится, тонет и содрогается. Сегодня вы увидите, насколько хрупок мир, в котором мы живем. И предлагаю начать наш выпуск с Камчатки, где бушует снежный циклон. 9 декабря на Камчатку обрушился мощный снежный циклон, который парализовал движение в краевой столице. С самого утра Петропавловск-Камчатский сковали пробки. На улицы города вышло более 150 единиц снегоуборочной техники. И хотя работа велась в усиленном режиме, улицы едва успевали расчищать. Из-за сильнейшего снегопада на дорогах сложилась критическая ситуация. Автобусы и автомобили застревали в гигантских сугробах. Утром многим жителям пришлось идти на работу пешком, так как общественный транспорт не мог проехать. Для перевозки пассажиров были экстренно запущены 2 вахтовки, но и они периодически застревали. По данным синоптиков, за последние сутки в городе выпало 26 мм осадков, а с начала декабря количество осадков достигло 121 мм. Власти региона приняли ряд мер. Часть работников предприятий перевели на удаленный режим. В школах отменили занятия в обе смены. Администрация города открыла специальные пургаружстоянки для временного размещения личного транспорта, однако воспользоваться ими смогли не все, так как многие водители физически не могли выбраться из заснеженных дворов. Из-за метели также были задержаны авиарейсы в аэропорту. На фоне непогоды вечером в регионе прошла снежная гроза. Жители города настоятельно просят воздержаться от поездок на личных автомобилях без крайней необходимости, чтобы не создавать помех работе снегоуборочной техники и дать службам возможность вернуть город к нормальной жизни. В Брянскую область пришла настоящая зима с сильным снегопадом, который значительно ухудшил дорожные условия. На дорогах мгновенно образовался накат, из-за чего некоторые водители не справились с управлением транспортными средствами в столь сложных погодных условиях. На утро 10 декабря в регионе наблюдалась снежная каша, гололедица, а в некоторых местах толщина снежного покрова достигала 18 сантиметров, что почти в 2 раза превышает обычную норму для начала декабря. Для борьбы с последствиями непогоды на дороге региона вышла снегоуборочная техника, которая работала всю ночь. Несмотря на усилия дорожных служб, ситуация на дорогах остается напряженной. Власти и ГИБДД рекомендуют водителям быть предельно внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а по возможности и вовсе отказаться от поездок на личном транспорте. Необычная авария произошла в понедельник недалеко от Како, в штате Флорида, в округе Бревард. Там столкнулись легковой автомобиль и самолет. Пилот сообщил о проблемах с двигателем незадолго до происшествия, что заставило его пойти на аварийную посадку на трассу во время вечернего часа пик. Многомоторный самолет столкнулся с автомобилем Toyota Camry, которым управляла 57-летняя женщина из Мельбурна. Женщину доставили в больницу с незначительными травмами. Пилот и его пассажир не пострадали и остались на месте происшествия для дачи показаний властям. В результате происшествия на автомагистрали образовался значительный затор, а обломки самолета и автомобиля разлетелись по дороге. Федеральное управление гражданской авиации и дорожный патруль Флориды проводят расследование инцидента. Отмечается, что это была одна из 2 аварийных посадок небольших самолетов в Центральной Флориде в этот день. Друзья, если вас тоже не оставляют равнодушными подобные события, поддержите видео лайком и подпишитесь на канал. Напишите в комментариях о том, что происходит в вашем регионе. What are you doing? 7 декабря на испанском острове Тенерифа произошла трагедия. Мощные волны унесли группу людей в море. Инцидент произошел в популярном морском бассейне, расположенном на скалистом западном побережье острова. По данным испанских властей, группа отдыхающих находилась в зоне, посещение которой было официально запрещено.
Бассейн был закрыт для публики еще с 3 декабря из-за штормовой погоды и опасных волн. Рядом со входом был установлен предупреждающий знак, строго запрещающий купание. Несмотря на предупреждение, люди проигнорировали меры безопасности. В результате сильный накат волн накрыл купающихся и утащил 5 человек в открытое море. Спасательные службы немедленно начали спасательную операцию, но смогли обнаружить только тела 4 погибших. Поиски 5-го пропавшего без вести человека продолжаются. Власти Тенерифе в очередной раз обратились к жителям и туристам с настоятельной просьбой соблюдать все предупреждающие знаки и ограничения, установленные в связи с неблагоприятными погодными условиями и штормами на побережье, чтобы избежать подобных трагических инцидентов. Крупный пожар произошел вчера в 7-этажном офисном здании в центре столицы Индонезии Джакарте и унес жизни по меньшей мере 22 человек. Пожар вспыхнул около полудня на 1-м этаже здания и быстро достиг верхних этажей. По предварительным данным, причиной возгорания стал взрыв аккумулятора беспилотника. В здании располагается индонезийский офис японской компании Terra Drone Indonesia, поставляющей дроны для различных отраслей, включая горнодобывающую промышленность и сельское хозяйство. Большинство погибших были обнаружены внутри здания после того, как огонь был потушен. Среди жертв оказалась в том числе беременная женщина. Сейчас пожар потушен, на месте трагедии ведется разбор завалов. Федеральное управление гражданской авиации и местные власти проводят расследование инцидента. Сильные проливные дожди обрушились во вторник на город Чамчамаль в провинции Сулеймания в иракском Курдистане и вызвали разрушительное наводнение, в результате которого погибли как минимум 2 человека и еще несколько жителей получили травмы. Ливни начались ранним утром и быстро переросли в мощные потоки воды, которые затопили жилые дома, магазины и улицы, а также унесли десятки автомобилей. По данным Главного метеорологического управления Курдистана, за 24 часа в Чамчамале выпало ошеломляющее для региона количество осадков – 81,2 мм. Это полностью перегрузило местную ливневую инфраструктуру. На пике непогоды в подрайоне Шорш в результате обрушения стены, вызванного напором воды, погиб мужчина. В бурном потоке погибла женщина, 1 человек пропал без вести и еще 4 человека получили травмы. Наводнение парализовало транспортное сообщение, заставив полностью закрыть критически важную автомагистраль, соединяющую Чамчамаль с Сулейманией, из-за чего сотни людей оказались заблокированы на контрольно-пропускных пунктах. Власти мобилизовали все экстренные службы и спасательные команды для оказания помощи пострадавшим и проведения поисковых работ. Жителей и туристов настоятельно призывают оставаться дома и избегать поездок, особенно вблизи рек и ручьев, поскольку синоптики прогнозируют сохранение неблагоприятных погодных условий. На город Флорес-да-Кунья, расположенный в регионе Сера-Гауша в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул, обрушился сильный шторм, причинивший значительный ущерб инфраструктуре и жилым районам. Шторм сопровождался сильным ветром, который сорвал крыши с нескольких домов и повредил общественные здания. Сообщается, что серьезные повреждения получили церковь и местный совет. Некоторые постройки были частично или полностью разрушены стихией. Последствия непогоды затронули и транспортное сообщение. Трасса, ведущая в город, оказалась заблокирована упавшими деревьями и ветками. Это привело к заторам в транспортном движении. Кроме того, ураган привел к массовому отключению электроэнергии. Без света остались более 6 тысяч домов в муниципалитете.
На фоне непогоды в муниципалитете Пальоса, входящем в агломерацию Большого Флорианополиса в штате Санта-Катарина, произошла трагедия. После сильных утренних дождей, вызвавших внезапные наводнения, автомобиль с семьей был унесен потоком воды. В результате инцидента погибли 3 человека, 2 взрослых и 1 ребенок. По предварительным данным, автомобиль пытался пересечь затопленный участок дороги, но не справился с сильным течением. Спасательные службы и пожарные были немедленно мобилизованы на место происшествия, однако обнаружить погибших смогли только когда уровень воды начал спадать. Власти штата и муниципалитета настоятельно рекомендуют жителям не пересекать затопленные участки, это может стоить жизни. Вчера на портовый город Джидда в Саудовской Аравии обрушились сильные дожди, вызвавшие внезапное и масштабное наводнение. Национальный центр метеорологии Саудовской Аравии зафиксировал в Джидде 135 мм осадков всего за 5 часов. Для сравнения, среднегодовая норма осадков в этом засушливом регионе обычно составляет около 50 мм. Инфраструктура города не справилась с потоками воды, в результате улицы города превратились в реки, десятки автомобилей оказались частично или полностью затоплены. Наводнение привело к серьезным перебоям в повседневной жизни города. Были затоплены коммерческие районы и парковки. Движение на главных дорогах оказалось парализовано. Из-за непогоды даже было отменено большинство мероприятий в рамках международного кинофестиваля Red Sea International Film Festival. Гостей призвали оставаться в своих отелях. Национальный центр метеорологии выпустил красное и оранжевое предупреждение о погоде для нескольких регионов, включая провинцию Мекка, в которую входит Джидда, прогнозируя продолжение сильных дождей, сопровождающихся ветром и грозами. Генеральный директорат гражданской обороны призвал жителей избегать зон затопления, долин и водоемов, а также следовать официальным инструкциям по безопасности. Информации о погибших или серьезно пострадавших в Джидде на данный момент не поступало. В Москву и Московскую область наконец-то пришла долгожданная зима, принеся с собой первый заметный снегопад, который, впрочем, не стал причиной масштабного транспортного коллапса, как это произошло на Камчатке. Снегопад начался ближе к вечеру 9 декабря, после 18 часов, и усилился к ночи. Интенсивность осадков была невысокой, однако к утру произошло формирование временного снежного покрова высотой от 1 до 3 сантиметров. На дорогах из-за осадков и перепадов температуры появилась гололедица и накат, что потребовало от водителей повышенной осторожности. Столичный департамент транспорта выступил с рекомендацией к автомобилистам по возможности пересесть на общественный транспорт, чтобы не создавать затруднений на дорогах. Несмотря на приход зимы, синоптики предупреждают, что этот снежный покров не будет долговечным. Уже в четверг произойдет потепление и пройдут дожди, что приведет к таянию снега. Ожидается, что резкое похолодание и постоянный снежный покров установятся только к выходным. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.